Привет из Турции! Сегодня я расскажу вам, что можно посмотреть в Анталии за один день. Погуляем с вами по старому городу и самым красивым местам. Главные достопримечательности Анталии можно осмотреть за один день. Я составила для вас готовый маршрут. Вы можете повторить его самостоятельно или поехать с экскурсией. Я выбрала автобусный тур. Экскурсия – лучший вариант, если вы отдыхаете не в самой Анталии, а на соседнем курорте, например, в Белике, Сиде или Кемере. Это удобно, потому что вас заберут из отеля и доставят обратно. В описании под видео оставлю для вас ссылку на тур, который я выбрала. Мне все понравилось. Прогулку по Анталии советую начать на площади Республики. Это сердце города. Со смотровых площадок отсюда можно полюбоваться черепичными крышами и Средиземным морем. Отсюда сворачиваем в старый город Калеичи. Держим курс на минарет Йивли. Это символ Анталии, который можно увидеть почти из любой точки города. Он был построен в 13 веке. Это блестящий образец исламской архитектуры. Слово «Йивли» на турецком означает «рифленый». Такое название минарет получил из-за особой восьмигранной конструкции. Весь старый город Анталии – это одна огромная достопримечательность. В Калеичи вас ждут десятки старинных домиков с уютными черепичными крышами и узкими улочками, яркие базары и сувенирные лавки, шумные рестораны и тихие кофейни. Название Калеичи состоит из двух турецких слов – «кале» – крепость, «ичи» – внутри. В дословном переводе город носит необычное имя – внутри крепости. Все объясняет его конструкция. Старая Анталия была защищена от внешнего мира двумя толстыми крепостными стенами в форме подковы. Одна из них расположена на суше, а другая находится на берегу моря. Также внутри самого города частично сохранились стены, разделяющие жилые кварталы. В описании под видео я оставлю для вас карту главных достопримечательностей старого города Анталии. Но даже если вы их не найдете, вас ждет невероятное восточное приключение на этих очаровательных старинных улочках. Из важных достопримечательностей отмечу ворота Адриана. Это бывший парадный вход в Калеичи, построенный во времена Римской империи. Триумфальные ворота делят город на старую и новую часть. Обязательно выпейте где-нибудь кофе по-турецки. Поторгуйте за сувениры, просто забавы ради. Сделайте атмосферные снимки в переулках старого города. Куда бы вы ни шли, извилистые улочки рано или поздно сами выведут вас в гавань. Это еще одна важная достопримечательность Анталии. Старый порт Анталии – одно из самых красивых мест в городе. Во времена Османской империи здесь строили корабли. Анталия снабжала ими восточные рубежи великой страны. Порт служил по прямому назначению вплоть до 20 века. Сегодня же тут гуляют туристы, снуют торговцы и работают рестораны, а корабли здесь только прогулочные. Любопытный факт. Имя города Анталия никак не связано с названием турецкого региона Анатолия. Современная Анталия меняла название дважды. Сначала она была Атталией. В начале 13 века пришли сельджуки, и она получила имя Адалия. А в 15 веке турки-османы назвали ее Анталией. Они же превратили город в важнейший морской порт.
Советую прокатиться на любой из этих необычных лодок. Цены на групповые морские прогулки стартуют от 150 лир с человека за 45 минут. Оно того стоит. С воды Анталия кажется еще прекраснее. После прогулки попробуйте турецкую дондурму – необычное тягучее мороженое. А затем прогуляйтесь по камням до маяка и поднимитесь на смотровую площадку. Это можно сделать пешком или на стеклянном лифте. Перерыв на обед можно устроить прямо в старом городе. А если чуть-чуть выйти за его пределы, то еда будет не менее вкусной, но более бюджетной. Не бойтесь простых закусочных, в них тоже хорошо. Это же Турция, тут всегда готовят с душой. На десерт загляните в кондитерскую. В описании под видео оставлю для вас название кафе с самыми вкусными восточными сладостями. Это место мне посоветовали турки. Если у вас остались силы и время, садитесь в красный ностальджи трамвай. Он следует из старого города до набережной Каньялты и обратно. В любое время года здесь будет приятно погулять, а летом даже искупаться. Бесконечная набережная Каньялты заканчивается фуникулером. Канатная дорога Анталии тоже важная достопримечательность. Она работает только в теплое время года. Туда стоит ехать в конце весны, летом или в начале осени. Если в Каньялты ехать не хочется, отправляйтесь в парк Каралиоглу рядом с башней Хыдырлык. Она построена во II веке и предположительно служила оборонительным укреплением, маяком или мавзолеем. В парке вас ждут тенистые аллеи, развлечения и смотровые площадки. Если вы хотите увидеть самые красивые места Анталии за один день, оставьте немного времени на водопады – Дюденские или Куршунлу. Я покажу вам Куршунлу. Водопад находится в одноименном заповеднике неподалеку от аэропорта Анталии. Цена входного билета в парк 16 лир. Именно этот водопад чаще всего посещают туристы на обзорных экскурсиях. В национальном парке Куршунлу вас ждет прекрасный водопад, лабиринт из растений, пикниковая зона в лесу. Сюда можно приехать со своими продуктами и остаться на целый день. Высота водопада относительно небольшая, всего 18 метров. Но из-за его особой конструкции вода рассыпается на 1000 хрустальных капель. Это очень красиво. В зависимости от погоды озеро меняет цвет от изумрудного до стального. Кстати, в переводе с турецкого слово «Куршунлу» означает «свинцовый». Этих достопримечательностей будет достаточно, чтобы познакомиться с Анталией. Погуляйте по старому городу, насладитесь парком Каньялты, пообедайте в одном из многочисленных ресторанчиков турецкой кухни, покатайтесь на кораблике, полюбуйтесь водопадами. Обойдите все смотровые площадки, отдохните на лавочке в тени деревьев, познакомьтесь с местными котиками. Уверена, вы влюбитесь в Анталию. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, а в комментариях делитесь своими любимыми местами. И обязательно подпишитесь на мой канал, впереди еще много интересных видео.